Привет! Добро пожаловать на «Умный огород», где мы боремся за урожай так, будто это последний кусок пиццы на вечеринке. Слушайте, почему вредители выбирают именно ваш сад? То ли у вас почва чересчур вкусная, то ли погода шепчет «зайди к нему, у него баклажаны сочные», то ли вы при посадке накосячили так, что жуки восприняли это как приглашение на банкет. Сегодня мы разберем ту самую золотую середину. Когда еще можно поиграть в доброго доктора со стаканом настоя шелухи, а когда пора вызывать дезинсекторов в костюмах химзащиты и доставать тяжелую артиллерию. Мы собрали почти всех садовых захватчиков в одном видео и прямо сейчас начинаем с ними великую битву. Кстати, мне вот кажется, или раньше вредителей реально было меньше, или я просто повзрослел и начал их замечать. Раньше-то как? Бабушка побрызгала чем-то из ведра, пошептала над грядкой, и все, чистота. Бабушки вообще клянутся, что никакой химии в глаза не видели, только мыло, только хардкор. Лично я считаю, что магазинные яды – это крайний метод, когда на кону стоит выживание последней морковки. Но давайте честно, современные жуки, кажется, от чеснока только аппетит нагуливают. Разбираемся, кто прав, а кто колорадский жук. Поехали. 1. Тля. Универсальный солдат и его пастухи. Если ваш сад – это элитный ресторан, то тля – это те самые посетители, которые заваливаются всей огромной семьей, занимают все столики и уходят, не заплатив. Эта мелочь пузатая невероятно плодовита. Одна самка за лето может выдать от 10 до 20 поколений, превращая один несчастный кустик в шевелящийся мегаполис за считанные дни. Народный фронт. Если тли пока немного, достаем бабушкин блокнот. Рецепт такой. Берем 300 граммов хозяйственного мыла, натираем на терке, чтобы быстрее растворилось, или 100 миллилитров жидкого дегтярного на 10 литров воды. Если есть зола, сыпем от 200 до 300 граммов. Настаиваем сутки и вперед. Важно! Этот коктейль работает только при прямом контакте. Нужно буквально искупать вредителя в пене, чтобы перекрыть ему кислород. Тяжелая артиллерия. Когда на куст смородины больно смотреть, пора доставать системники на основе имидоклоприда. Концентрация обычно 200 граммов на литр в препарате. Дозировка серьезная. Чаще всего это от 1 до 5 миллилитров на 10 литров воды, в зависимости от культуры. Главный плюс – препарат проникает внутрь тканей. Тля пьет отравленный сок и погибает в течение 24 часов, а защита держится до 21 дня. Даже если через час ливанет тропический дождь, яд уже внутри, он работает. Важный нюанс. Видите муравьев? Это пастухи. Они защищают тлю от божьих коровок и переносят ее на новые ветки. Без борьбы с муравейником вы будете брызгать сад бесконечно. И помните золотое число – 20 дней. Это минимальный срок ожидания после химии, раньше которого урожай в рот тянуть категорически нельзя. 2. Паутинный клещ – невидимый агрессор. Если тля – это наглый гость, то паутинный клещ – это ниндзя-диверсант. Вы его не видите, а он уже перерезал все линии снабжения вашего растения. Я, кстати, с этим гадом познакомился не на грядках, а в собственной гостиной. Эти мелкие монстры решили, что мой домашний фикус – это шведский стол, и устроили там настоящую базу. Ребят, мы были в состоянии войны 3 недели. Это была осада, достойная исторических фильмов, с опрыскивателями вместо пушек и бесконечным осмотром каждого листа. Народный метод. Клещ – фанат экстремальной суши и жары. Он ненавидит влажность так же сильно, как гремлины. Поэтому главный способ борьбы – регулярное дождевание. Берем 50 граммов натертого чеснока, заливаем 1 литром воды, настаиваем 5 дней, а потом разводим 60 миллилитров этого концентрата на 1 литр воды. И поливаем так, чтобы на подоконнике был тропический лес. Я свой фикус едва не утопил, но клещу такая баня явно не зашла. Тяжелая артиллерия. Если ваш огурец или фикус уже начал покрываться мелкой белой точкой и тончайшей паутинкой, чеснок может не спасти. Тут важно помнить, клещ паукообразная, поэтому обычный дихлофос его только насмешит. Нужны акарициды или инсектоакарициды. Ищите препараты на основе аверсектина С в концентрации 2 грамма на литр. Обычно это от 2 до 4 миллилитров на литр воды. Совет от ветерана фикусных войн. Обрабатывайте внутреннюю сторону листа. Клещи сидят внизу, как партизаны в окопах. И делайте это минимум 3 раза с интервалом в от 5 до 7 дней, потому что яйца клеща неубиваемы,
и из них постоянно вылупляется новое подкрепление. Борьба с ними – это марафон, а не спринт. 3. Колорадский жук. Гроза картофеля и кошмар моего детства. О, но этот персонаж в представлении не нуждается. При одном упоминании у меня начинает ныть спина. Если вы, как и я, провели все детство в позе буквы «Г» на картофельном поле по настоянию бабушки, вы меня поймете. Пока сверстники гоняли в футбол, я был назначен главнокомандующим ведра с керосином. Помните этот звук, когда жуки с сухим стуком падают в жестяную банку? Это же классика дачного хоррора. Народный фронт. Бабушки люди суровые, их метод – ручной сбор. И, честно говоря, на маленьком участке от 1 до 2 соток это до сих пор самый экологичный способ. Если не хотите пачкать руки, есть более экзотический вариант – кукурузная мука или гипс. Опудриваем кусты по росе, жук съедает лист вместе с присыпкой, мука внутри разбухает, и у вредителя случается фатальный запор. Звучит жестоко, но таков закон огорода. Тяжелая артиллерия. Современный жук – это уже не тот парень из 90-х. Он мутировал, подкачался и теперь жрет яды на завтрак, закусывая ботвой. Сейчас модно и эффективно обрабатывать клубни еще до посадки препаратами на основе имидоклоприда и пенцикурона. Концентрация около 140 граммов на литр и 150 граммов на литр соответственно. Расход обычно 10 мл на 100 мл воды. Этого хватает на 10 килограммов семенного картофеля. Это создает вокруг куста защитное поле на от 40 до 60 дней. Совет. Эти полосатые десантники – чемпионы по выживаемости. Они умеют впадать в диапаузу и сидеть в земле по 2-3 года, дожидаясь, пока вы расслабитесь. Поэтому чередуйте препараты. Если 2 года подряд лить одно и то же, жуки начнут воспринимать вашу химию как бесплатный энергетик. И не забывайте про личинок. Эти розовые слоники съедают куст быстрее, чем вы успеете сказать «пюре». 4. Слизни и улитки. Ночные налетчики и любители пенного. Если утром вы выходите в сад и видите на капусте дырки, а на хостах блестящие слизистые дорожки, значит, ночью здесь была вечеринка. Слизни – это такие бездомные улитки, которые ненавидят солнце, зато обожают ваш самый дорогой салат. Они медлительные, но за ночь могут превратить качан в кружевную салфетку. Народный фронт. Слизни – существа нежные, их брюшко не терпит острых ощущений. Поэтому создаем им полосу препятствий. Осыпаем грядки барьерами из измельченной яичной скорлупы, хвойного опада или крупного песка. Это для них, как для нас, ходить босиком по битому стеклу. Но мой любимый метод – пивные ловушки. Вкапываем в землю стаканчик, наливаем туда самое дешевое пиво. Эти гурманы сползаются на запах солода, ныряют в бассейн и уходят в мир иной в полном восторге. Главное – не выпить это самому с горя. Тяжелая артиллерия. Когда ловушки уже не справляются и слизней становится больше, чем земли, в ход идут синие гранулы – препараты на основе метальдегида. Концентрация активного вещества обычно 6%. Расход примерно 30 граммов на 10 квадратных метров. Просто рассыпьте их в междурядьях, только не на сами листья, которые пойдете есть. Слизень касается гранулы, теряет слизь и высыхает. Совет. Слизни обожают влажные отели. Любая брошенная доска, кусок шифера или куча выполотых сорняков – это для них идеальный штаб. Убирайте мусор с участка, и им просто негде будет переждать день. И помните, если у вас на участке живут ежи, забудьте про метальдегид. Ежи едят отравленных слизней и могут пострадать, так что в этом случае только пиво и скорлупа. 5. Медведка. Подземный танк и монстр из детских страхов. Если колорадский жук был просто надоедливым полосатиком, то медведка – это настоящий босс из видеоигр. Помните, как в детстве мы все их до ужаса боялись? Выглядит она как гибрид рака, крота и какого-то инопланетного таракана с огромными клешнями. В детстве казалось, что если эта штука схватит за палец, все, прощай, рука. На самом деле для человека она безобидна. Но вот ваш огород она перепахивает похлеще любого трактора, перегрызая корни всему, что встанет на пути ее подземного туннеля. Народный фронт. Медведка – та еще капризная дама в плане запахов. Она на дух не выносит бархатцы, хризантемы и чеснок.
Посадите их по периметру, и это будет как чесночный оберег от вампиров. Но если танк уже в огороде, достаем проверенное оружие – растительное масло. Находим нору. Обычно это дырка в земле диаметром в палец. Заливаем туда пару капель масла, а следом воду. Масло перекрывает ей дыхание, и этот чужой пулей вылетает на поверхность, где вы уже стоите с сачком или лопатой. Тяжелая артиллерия. Когда вы понимаете, что под землей уже целая дивизия, народные танцы с маслом не помогут. Используем готовые отравленные приманки в гранулах на основе диазинона или малатиона. Обычно это 30 граммов на 10 квадратных метров. Закладываем гранулы в почву на глубину от 2 до 5 сантиметров, прямо в бороздке при посадке или в сами норки. Медведка находит этот бесплатный обед, ест и уходит в глубокую отставку. Совет. Если вы любите удобрять грядки свежим навозом, вы буквально расстилаете медведке красную ковровую дорожку. Навоз для нее – это и роддом, и лучший в мире отель. Хотите избавиться от вредителя? Проверяйте навозные кучи или делайте ловушки. В октябре выройте яму с навозом, а зимой раскидайте его по морозу. Медведки, решившие там перезимовать, просто не переживут такой смены климата. 6. Проволочник, личинка-шпион и дырокол для картошки. Если медведка – это танк, то проволочник – это коварный диверсант в оранжевом камуфляже. Этот жесткий червяк, личинка жука-щелкуна, не ест весь корень целиком, он делает хуже. Он буквально прошивает ваши идеальные клубни картофеля или морковь насквозь. Чистить такой овощ потом – одно удовольствие. Нет. От картофелины после вырезания всех туннелей остается огрызок размером с грецкий орех. Народный фронт. Проволочник – парень ленивый. Он пойдет туда, где накрыта поляна. Мы используем его тягу к фастфуду и ставим ловушки. Берем половинки картофеля или моркови, насаживаем на палочку, как шашлык, и закапываем в землю на глубину от 10 до 15 сантиметров. Через от 2 до 3 дней достаем этот сюрприз вместе с гостями и, вы поняли, отправляем их в бесконечное путешествие. Еще проволочник патологически не переваривает бобовые. Посадите фасоль или горох в междурядьях картошки. Вредитель решит, что у вас плохой район, и съедет к соседям. Тяжелая артиллерия. Если ваш участок – это штаб-квартира проволочника, а жить в почве он может до 5 лет, пора пускать в ход гранулы. Ищем препараты на основе диазинона. Концентрация обычно от 40 до 50 граммов на килограмм. При посадке в каждую лунку сыпем буквально щепотку, около от 2 до 3 грамм. Это создает защитный барьер, который не дает личинке даже приблизиться к молодой картошке. Совет. Проволочник – лучший друг сорняка под названием пырей. Его корни для него и дом, и основная столовая. Хотите победить проволочника? Выселяйте пырей. И еще лайфхак. Он обожает кислую почву. Добавьте при перекопке известь или доломитовую муку от 300 до 500 граммов на квадратный метр. И жизнь этого вредителя станет невыносимо щелочной. 5 лет мучений или 1 горсть доломитки – выбор за вами. 7. Луковая и морковная мухи – скрытые эстеты. Слушайте, честно признаюсь, лично я с этими дамами на своем огороде пока не сталкивался. Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Видимо, мой лук им не по вкусу, или я слишком громко пою, когда полью грядки. Но врага надо знать в лицо, поэтому я зарылся в архивы и раздобыл для вас всю подноготную. Если у вас в июне луковое перо вдруг решило стать блондином и пожелтело, а морковь вылезает из земли такой кривой, будто она все лето занималась йогой в тесном шкафу. Поздравляю, у вас завелись мухи. Народный фронт. Здесь работает метод «обмани соседа». Эти мухи ориентируются по запаху. Луковая муха летит на запах лука, морковная – на морковь. А теперь следите за руками. Мы делаем смешанные посадки. Сажаем рядок лука, рядок моркови. Морковь своим запахом сбивает с толку луковую муху, а лук выключает навигатор морковный. Гениально? Я тоже так думаю. Если же они все-таки прорвались, берем смесь золы и красного перца. 1 столовая ложка перца на 200 граммов золы. И хорошенько пудрим междурядье. Для мухи это как для нас зайти в комнату, где кто-то рассыпал тонну жгучего перца. Аппетит пропадает мгновенно. Тяжелая артиллерия. Если на грядке уже начался массовый падеж зелени, достаем системники.
Подойдут препараты на основе тиаметоксама, концентрация 250 граммов на килограмм. Разводим 2 грамма на 10 литров воды и поливаем под корень. Делать это нужно строго в период лета мухи. Обычно это конец мая или начало июня, когда зацветает вишня или одуванчики. Совет. Эти мухи – знатные ленивцы. Они летают низко, буквально над самой землей. Поэтому обычный заборчик вокруг грядки из мелкой сетки или даже простое укрытие тонким агроволокном плотностью 17 граммов на квадратный метр станет для них непреодолимой стеной. Не могут приземлиться, не могут отложить яйца. Шах и мат крылатые. 8. Крестоцветная бложка. Черные джамперы и дырявый редис. Если вы посадили редиску, а через пару дней она выглядит так, будто ее расстреляли из миниатюрного дробовика, поздравляю, к вам заскочила крестоцветная бложка. Эти мелкие черные жучки – настоящие олимпийские чемпионы по прыжкам в длину. Стоит вам только подойти к грядке, как они делают синхронный вжух и исчезают. Но не обольщайтесь. Как только вы отвернетесь, они вернутся догрызать вашу капусту, рукколу и репу. Народный фронт. Бложка – та еще неженка. Она обожает сухую жару и ненавидит, когда ее быт превращают в болото. Поэтому лучший бесплатный метод – ледяное дождевание. Поливайте грядки холодной водой рано утром, бложкам это дико не нравится. А если хотите добавить перчинки, сделайте уксусный раствор. Берем 1 столовую ложку 70% уксусной эссенции на 10 литров воды. Опрыскиваем по листьям. Запах и кислая среда для них, как для нас, аммиак под нос. Главное, соблюдайте дозировку, чтобы не превратить редиску в маринованную прямо на грядке. Тяжелая артиллерия. Когда блошек столько, что земля под капустой кажется живой и прыгающей, пора переходить к конкретике. Используем препараты на основе лямбда-цигалатрина. Концентрация 50 граммов на литр. Это контактный яд, который работает мгновенно. Бложка прыгнула, коснулась и приземлилась уже навсегда. Расход обычно небольшой, около от 2 до 4 мл на 10 литров воды. Совет. Самый хитрый способ победить бложку – это вообще не дать ей вас увидеть. Накройте грядку самым тонким белым агроволокном сразу после посева. Плотность берите 17 граммов на квадратный метр. Под ним растениям не жарко, свет проходит, а вот прыгуны бьются головой о купол и уходят искать обед к соседям. И помните, бложка обожает сорняк-сурепку. Уберете сорняки из семейства крестоцветных, бложкам станет скучно на вашем участке. 9. Гусеницы. Белянка и совка. Те самые вупсень и пупсень. Ой, ну вы только посмотрите на них. Знаете, кто это такие? Это же натуральные вупсень и пупсень в масштабах вашего огорода. Сидят на капустном листе, пузики наедают и ворчат. Ну когда мы уже станем бабочками? Только вот в отличие от мультиков, эти ребята настоящие проглоты. Пока они мечтают о крыльях, ваш качан превращается в скелет, потому что аппетит у них такой, будто они не к метаморфозе готовятся, а к чемпионату по поеданию салата. Народная хитрость. Чтобы эти вупсени не нашли вашу капусту, нужно включить режим маскировки. Мы используем полынь. Рвем эту горькую траву и раскладываем ветки прямо поверх качанов. Запах полыни настолько суровый, что бабочка-белянка летит мимо и думает: «Фу, тут какая-то горькая гадость растет, пойду поищу нормальный ресторан». Еще один способ – раствор обычной соды. 2 столовые ложки на 10 литров воды. Гусеницам такой щелочной обед совсем не по вкусу. У них от него случается культурный шок. Тяжелая артиллерия. Если гусеницы уже вошли в кураж и никакая полынь их не берет, не спешите заливать все жестким ядом. Есть крутая штука – биопрепараты на основе бактерий. Ищите липидоцит или битоксибациллин. Там дозировка обычно от 20 до 30 граммов на 10 литров. Смысл в чем? Гусеница съедает лист с бактериями, у нее перестает работать желудок, и она просто перестает есть. Для человека, пчел и даже кошек это безопасно на 100%. Можно использовать хоть за 5 дней до сбора урожая. Совет. Бабочки те еще эстеты. Они ищут идеальный лист для кладки яиц. Если вы увидели на капусте маленькие желтые точки, это их будущие дети, просто раздавите их пальцем в перчатке. И все, демографический кризис у вупсеней обеспечен. А если поставите на грядке палки с белыми яичными скорлупками, бабочки подумают, что место уже занято другими конкурентами и полетят дальше. Вот такой вот обман зрения.
10. Долгоносик. Носатый грабитель и похититель клубники. Если вы весной выходите к своей любимой клубнике, предвкушая тазик ягод со сливками, а видите только засыхающие и опадающие бутоны, которые висят на ниточке, знакомьтесь, это долгоносик. Этот парень выглядит как миниатюрный слоник с длинным хоботом, но характер у него совсем не как у дамба. Он прогрызает цветоножку, откладывает туда яйцо, и ваш будущий урожай просто падает в грязь. Настоящий криминальный авторитет в мире насекомых. Народный фронт. С этим носатым нужно действовать на опережение. Когда бутоны только-только начинают выдвигаться из центра куста, пора готовить чесночный террор. Берем от 150 до 200 граммов чеснока, давим его и заливаем 10 литрами воды. Настаиваем сутки и обильно поливаем кусты. Еще круче работает сухая горчица. 100 граммов порошка на 10 литров горячей воды. Даем остыть, процеживаем и опрыскиваем. Запах такой, что долгоносик решит: ну его, пойду поищу ягоды в другом районе. Тяжелая артиллерия. Если в прошлом году долгоносик оставил вас без варенья, значит пора доставать контактные инсектициды. Подойдут препараты на основе малатиона, концентрация 500 граммов на литр. Разводим по инструкции, обычно около 60 мл на 10 литров, и опрыскиваем строго до начала цветения. Важнейшее правило. Никогда не используйте химию, когда клубника уже зацвела. Иначе вместе с долгоносиком вы уволите и пчел, а без них ягод не будет в принципе. Совет. Долгоносики – ребята запасливые. Они зимуют прямо под кустами, в старой листве. Поэтому ранняя весенняя чистка грядки – это не просто уборка, это разрушение их зимних квартир. Убрали старые листья, прорыхлили землю, и количество слоников сократится в разы, без всяких ядов. Ну что, друзья, мы с вами прошлись по всем фронтам этой великой огородной войны. Как видите, наш сад – это не только место для медитации с тяпкой, но и настоящий блокбастер, где каждый день кто-то кого-то пытается съесть. Главное, что нужно запомнить. Здоровое растение – это сильное растение. Если ваша почва в порядке, полив регулярный, а сорняки не по пояс, то половина этих вредителей просто посмотрит на ваш сад, вздохнет и поползет к соседу-лентяю. Но если уж беда пришла, не забывайте про правила ожидания. Если бахнули тяжелой артиллерией, забудьте про салат с этой грядки на от 20 до 30 дней. Здоровье важнее любой, даже самой красивой морковки. А теперь время обмена секретными данными. Я уверен, что у каждого из вас в заначке есть свой термоядерный рецепт от бабушки или хитрый лайфхак, который работает круче любого магазинного яда. А какие у вас есть лайфхаки по борьбе с вредителями? Может, вы поливаете капусту святой водой или ставите колорадским жукам рок-музыку? Давайте делиться в комментариях. Соберем здесь настоящую народную энциклопедию по борьбе с пожирателями нашего огорода. Ставьте лайк, если это видео помогло вам опознать врага, и подписывайтесь на «Умный огород». Вместе мы не оставим этим захватчикам ни единого шанса на обед. До встречи в новых выпусках.